Привет, ребята! Blizzard анонсировали обновление Diablo Immortal, которое применится в ночь на 16 июля во время обслуживания европейских и азиатских серверов. В нем будет сразу несколько интересных новинок. Во-первых, появится новое временное событие с гонками через древний портал. Новый босс, которого нужно будет там победить. И, конечно же, изменится баланс друида, которого так все ждут, кто попробовал этот новый класс. И, конечно же, несколько удобных изменений интерфейса и функций. И сейчас мы вместе во всем разберемся. Главным событием этого обновления будет спидран по древнему порталу Fly Through the Rift Racer. Это временное событие, которое пройдет с 21 по 28 июля. Игрокам нужно будет собрать команду из 4 человек и как можно быстрее пройти древний портал. И на выбор будет 2 режима – обычный режим и кошмарный режим. В обычном режиме будет все как обычно, но в кошмарном режиме будет повышенная сложность монстров, и там появится новый босс, хранитель портала Джурат, или Юрат. Обычный режим будет доступен на протяжении всего срока события, а кошмарный режим доступен только с 19 до 22 по серверному времени, а также будут бонусные попытки 26 и 27 июля с 12 до 14. Во время таких забегов по древнему порталу будут доступны 5 усилений или эликсиров. Они помогут быстрее пройти портал и во многом своими эффектами будут напоминать одноименные сетовые комплекты. Например, эликсир Витху очень похож на желание Витху. Он увеличивает шанс критического удара при использовании положительных эффектов. Или ярость Шалбаса ускоряет основную атаку. А кровавый пир похож на пир глаз и повышает шанс крита при наложении негативных эффектов. Также будет доступна мощь шарлатана, это баф, связанный с щитом, и эликсир Мрачный шаг, который похож на сет награда Мрачного проводника, где вы будете носить повышенный урон после использования умения с рывком. И интересно, что на разных этапах прохождения портала 25, 50 и 75% появятся алчные гоблины, и их нужно будет убить как можно скорее, иначе они усилят всех оставшихся врагов. За участие можно будет получить легендарные предметы, сетовые предметы, а также легендарные глифы. В общем, это еще одно событие, где можно будет получить легендарные глифы. А напомню, ребят, что у меня есть отдельный ролик, где я рассказал, как за месяц получать 28 легендарных глифов и даже больше. Обязательно посмотрите его. И, конечно же, мы ждем изменения баланса, а именно друида. Многие игроки, которые сменили класс после появления друида, жаловались, что ему не хватает урона, и разработчики прислушались к этому и жестко его прокачали. Какие же бафы ждут друида? Во-первых, увеличится урон в облике волка на целых 50%. Также у рывка в облике волка будет иммунитет к обрасыванию. В общем, много других еще бафов. Подробнее об этом можно уже ознакомиться на англоязычной версии сайта пока. Ссылочку я оставлю в описании. И скоро, я уверен, новость появится на русском языке. Также друиду обновят легендарки, и там повысят урон, эффекты лечения, и так далее. В общем, друид рискует стать весьма сильным нефалемом, и после обновления можно ждать новых билдов и отзывов от активных игроков. Ребят, нас ждет обновление функций игры. Теперь можно будет добавить любимые стикеры и эмодзи в специальный раздел избранного, что очень полезно для тех, кто любит отправлять часто эмодзи. В PvP добавят новый индикатор дебафа. Это очень полезно, чтобы знать, когда на тебя наложили дебаф. Посмотрим, как это будет работать. И изменения для теней и бессмертных. Бонусы теней и бессмертных теперь всегда дают плюс 16 к урону и защите на полях боя. Также разработчики упростили получение бейджиков для теневых кланов. После выхода обновления мы посмотрим, как все это работает. И очень интересное обновление связано с фамилиарами. Теперь те, кто имеет фамилиаров с чертами удаленного разбора, распознавания и смены шаблона, могут применять эти черты даже в локациях, где раньше это было невозможно. Например, недавно я выпустил ролик о том, как качать свои второстепенные характеристики в святилище Ибн Фахта. И там я хотел поменять PvP-билд с помощью фамилиара, но не смог этого сделать в святилище, и мне пришлось выйти. Теперь это будет возможно. Также можно будет в шепчущем дворе, например, разбирать предметы с помощью фамилиара. Сейчас это нельзя сделать. Еще будет несколько других изменений. Например, для повышения ранга теней больше не нужно будет идти в шепчущий двор, кроме самого первого раза, когда вы получаете начальную силу теней.
Ну и классная функция, что когда вы погибаете во время боя с боссом, и у вас закончились воскрешения, теперь вы сможете воскрешаться автоматически, сразу после победы над боссом. И это классное изменение для слабеньких игроков, которые играют в составе рейда с сильными игроками. Они сразу же погибают, и потом все выходят из портала, а вы лежите мертвым, если вас не воскресили, и не знаете, что делать. Теперь вы будете воскрешаться автоматически и подбирать весь лут. Ну и еще Blizzard опубликовали график событий. Завоеватель у нас стартует с 16 по 23 июля, Дорога крови с 18 по 20, будет событие опасности Топи, Perils of the Fan. Я не помню такое событие, с 19 по 25 июля. Дикая потасовка, классное событие с 19 по 29. И Ненасытная луна с 26 по 1 августа. А там можно будет забрать легендарный глиф. Вот такое, ребят, получилось обновление. Прокачали друида, добавили новое событие спидран через древний портал. И нас ждут новые награды, функции и удобства в интерфейсе. И, ребят, если вам понравился подобный формат новостей, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся в следующем ролике.